промозглую осеннюю ночь в небольшом городке фермер Томас Грей сидел у камина. Пламя тихо потрескивало, а тишина за стенами давила почти физически. После смерти жены Томас привык к одиночеству, но сегодня оно казалось особенно невыносимым. Неожиданно раздался тихий, едва различимый стук в дверь. Томас насторожился, встал и, открыв, увидел на пороге маленькую девочку. Она дрожала от холода, а по щекам текли слезы. Девочка, заикаясь, сказала, что ее мать избили и оставили умирать неподалеку. Не задумываясь, Томас накинул плащ, взял фонарь и последовал за ребенком, назвавшейся Эмили. Она вела его по узкой тропинке через заросший кустарником участок леса. Наконец они добрались до покосившейся хижины. Внутри, на полу, лежала женщина, бледная, едва дышащая. Томас осторожно поднял ее на руки и понес обратно к себе. Дома он уложил незнакомку на диван, укрыл одеялом и развел огонь посильнее. Затем вызвал старого друга, врача, доктора Хендерсона, который вскоре прибыл и оказал пострадавшей помощь. Через несколько дней женщина пришла в себя. Она представилась Рейчел Моррис и рассказала, что недавно переехала в Элмвуд, надеясь начать жизнь заново после насилия и бед, но ее нашел бывший муж, жестокий человек, державший ее в страхе. Благодаря заботе Томаса и Эмили, Рейчел постепенно окрепла. Томас понял, что молчание лишь помогает злу. Когда преследователи снова появились в округе, он не отступил, с твердостью и мужеством дал им отпор, защищая Рейчел и ее дочь. С тех пор дом Томаса вновь наполнился звуками жизни, смехом Эмили, ароматом выпечки и спокойным голосом Рейчел. Женщина нашла работу на ферме и вновь обрела уверенность в себе. Однажды утром Томас обнаружил на крыльце письмо. В нем Рейчел писала, что добро существует даже в самых усталых сердцах и что иногда, спасая других, человек спасает и себя. Томас долго смотрел на небо над полями, впервые за многие годы чувствуя не пустоту, а тихую полноту жизни. Он понял, что один тихий стук в дверь способен изменить судьбу навсегда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.